В сегодняшнем видео аппаратный маникюр, геометрия. А еще расскажу все о базах, где и какую лучше применить. Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Показываю ручки своей клиентки. От нее поступило желание поменять форму с квадрата на миндаль, так как уголочки закручиваются и отслаиваются от материала. Это выход для тех, кто хочет сохранить длину. Снимаю материал, опиливаю миндальную форму. Еще сегодня затрону тему разновидностей баз для гель-лака. Когда, как и какую базу лучше взять для разных ногтей. Но об этом чуть позже. Сегодня делаю аппаратный маникюр. Отодвигаю кутикулу пушером, шлифую ногти бафом. Фрезой пламя вычищаю птерийки с одной и с другой стороны. Этой же фрезой поднимаю кутикулу юбочкой. Работаю на 17 тысячах оборотов фрезера. Срезаю кутикулу фрезой шар на 10-12 тысячах оборотов. Остается заполировать силиконовой насадкой. Подготавливаю ногтевую пластину к покрытию. Использую дегидратор и праймер. Сегодня в работе у меня раббер база от Милана. Делаю небольшое выравнивание, контролирую блики. Равномерно распределяю на ноготь и переворачиваю ручку клиента. Если вижу неровный блик, корректирую тонкой кистью. В работе сегодня буду использовать Камильфо D102 и Milano 034. Это темно-фиолетовый и нежно-розовый цвет. Покрываю ноготки гель-лаком в 2 слоя.
Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Так вы всегда будете в курсе моих новых видео. А мы идем дальше. На розовом цвете рисую геометрию черной гель-краской. Использую кисть для тонких линий Март 7 с искусственным ворсом. А вот и результат проделанной работы. На мой взгляд, отличное сочетание темного и светлого оттенка, а в дополнении с геометрией выглядит стильно. А теперь поговорим о базах. На современном рынке нейл-индустрии сейчас очень много разновидностей баз. И все это неспроста. Каждая из них имеет свой состав, особенности и рекомендации к применению. Рассмотрим каждую из них. У меня есть одна гель-база от Комильфо, рабер-база Milano и Nub, софт-база Lavally, также от этой фирмы молочная база, камуфлирующая база Комильфо и моя любимая Yoposh. Теперь подробнее. Начинаю с самой жидкой базы Lavally, софт-база. Подходит для крепких, прочных и здоровых ногтей, а также идеально в педикюре. Это самая щадящая база для ногтей. Имеет жидкую консистенцию и среднюю сцепку с ногтем. Для того, чтобы эта база хорошо носилась, необходимо тщательно приподнять чешуйки ногтя. По краешку ногтя пройтись пилкой. Далее рабер-база Milano и Nub. Это каучуковые базы, в которых должно быть оптимальное количество кислоты для хорошей носки и здоровья ногтей. Хорошо выравниваются, средние по густоте. Работать этими базами комфортно и быстро. Далее густая гель-база Комильфо. Чем больше кислоты в базе, тем она гуще. О чем говорит кислота в базе? С каждым нанесением она вытягивает жир и воду из ногтевой пластины. Это не говорит о том, что эта база плохая. Просто ее нужно правильно применять и не злоупотреблять. Она подходит для тонких ногтей как подложка под жидкую базу или гелевое укрепление. Сначала тонким слоем наносим густую базу, просушиваем и затем жидкой базой выравниваем. Смысл в том, что чем тоньше слой кислотной базы, тем меньше она иссушивает ноготь. Она плохо выравнивается и не очень пластичная. Камуфлирующие базы – молочная, персиковая и бежевая. Цветные базы средние по густоте, хорошо выравниваются. У них отличная сцепка с ногтем, они хорошо носятся. Эти базы тоже кислотные и часто их использовать не рекомендуется. Но они необходимы в работе и всегда должны быть под рукой. Эти базы ускоряют работу с френчем, да и как самостоятельное покрытие имеют популярность среди клиентов.
С меня видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем хорошего дня, с вами была Ирина Брилева.